Всем привет! Сегодня мы с вами свяжем куколку. Вот такую куколку, которую зовут Лол, из мультфильма. Детям нравится такая кукла. Я вот решила ее связать. Нашла в интернете. Вот если там я посмотрю, написано ли, кто ее выложил. Если нет, то спасибо тому, кто ее выложил. Вот. Итак, что нам понадобится для этой куколки? Пряжа белая. У меня пряжа в основном Ярнард джинс. Вот. Розовая пряжа. Вот такие вот цвета, значит, мне понадобится для нее. Телесного цвета. Далее коричневый, такой с бежевым оттенком цвет. Это для волос. Мне нужен был такой цвет, но у меня нет, так как в наличии этого цвета я взяла Ализе. В два сложения сложила и связала юбочку. Если будет именно у вас все детали вяжете одной пряжи, то будет, наверное, более лучше, потому что здесь она у меня такая, она сама по себе плотная. Состав у нее микрофибра, акрил стопроцентный и такой грубоватый. Грубоватая юбочка получилась. Ой, далее глазки на безопасном креплении 15 миллиметров. Затем фетр нужен белый и голубой. Размер вырезаем, значит, под диаметр голубого 2 сантиметра, диаметр белого 2 сантиметра 3 миллиметра. Сразу подготавливаем глазки, склеиваем два фетра друг с дружкой, только учитывайте, чтобы вот эта вот белая часть была внизу заметнее, то есть выше поднимаете, да? Затем фиксируйте глазки креплением, не прицепляя их, а просто вставляете сами вот эти глазки. Прокалываете фетр, вставляете выше, немножечко на миллиметр выше самого круга. Вот здесь вот задираете слегка глаз и просто крепите. Вот так, вот таким образом подготавливаете глазки, вот, чтобы они у вас были готовы. На безопасное крепление будем крепить к голове. Далее, что нам понадобится, значит, фетр тоже, чтобы сделать воротничок белый. Далее крючок номер 2,5, которым я вяжу игрушки. Вот вы выбираете, соответственно, как вам нравится. Более помягче, если вязание, то троечку можно взять. Далее ножнички, иголка для сшивания, синтепон для наполнения. Вот, что еще? Еще нам понадобится проволока. Это уже тоже по желанию, миллиметром толщины в пластике. Она такая вот обмотанная. Вот. Она такая мягковатая немножко. Это для того, чтобы держать голову. Потому что тело как бы маленькое, чем голова меньше, да, и она, если не ставить туда проволоку, то она совсем будет болтаться, мне кажется. А там, не знаю, смотрите, тоже по желанию. Можно ставить стержень с горячего пистолета. Вот. Я не знаю, правда, как себя поведет игрушка в стирке, как себя поведет стержень, не могу сказать. Вот меня уже задавали этот вопрос, я не знаю, не стирала, не могу сказать. Вот. Вот, в принципе, все, что нам нужно. Вот. И для начала мы начнем вязать руки. Приступаем. Так, набираем 4 воздушные петли, берем телесный цвет, 4 воздушные петли. Начиная со второй петли провязываем 2 столбика. В третью провязываем 3 столбика. Ну, вернее, в последнюю 3 столбика. 2, 3. С противоположной стороны провязываем 1 столбик. И в следующий делаем. Провязываем 2 столбика. В итоге у нас должно получиться 8 столбиков. Считаем. 5, 6, 7, 8. Далее второй ряд мы вяжем 8 столбиков без изменений. Третий ряд. Вяжем 4 столбика.
Раз. Три, четыре. Вяжем 3 прибавки подряд. Раз, два, три. И последний столбик провязываем. В итоге в ряду у нас в третьем 11 столбиков. Четвертый ряд. Вяжем 3 столбика с накидом с одной верхушкой. В одну петлю провязываем. Первый столбик не довязываем до конца. В эту же петлю второй столбик не довязываем. В эту же петлю третий столбик. Провязали накид и все петли на крючке провязали вместе. Далее вяжем 10 столбиков без изменений. Здесь стягиваем так, чтобы не было пространства большого между этими столбиками. Вяжем 10 столбиков до конца ряда. Это имитация как бы пальца одного, да, большого. Если кому-то не нравится, можете не вязать. Просто провяжите 11 столбиков без изменений в четвертом ряду. Далее пятый ряд. 2 столбика. Значит, вот этот вот, где мы сделали 3 столбика одной верхушкой, это у нас первый столбик. Значит, первый столбик, второй. 2 столбика провязали, делаем одну убавку за передние стеночки петли. Далее 2 столбика, раз, два, и делаем 2 убавки подряд. Одна убавка, вторая убавка. И последний столбик провязываем без изменений. 1 столбик остается. И в итоге в пятом ряду у нас 8 столбиков. Шестой ряд. Провязываем 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. И делаем 2 прибавки подряд. Одна прибавка, вторая прибавка и 1 столбик. Вот в этом ряду у нас 10 столбиков, в шестом. Седьмой ряд. 4 столбика вяжем. Раз, два, три, 4. Значит, комбинацию такую: одна прибавка, 1 столбик, повторим 3 раза. Значит, начнем с прибавки. Прибавка, столбик, раз, прибавка, столбик, 2, прибавка, столбик, 3. В ряду у нас 13 столбиков. Далее с 8 по 10 ряд мы вяжем без изменений 13 столбиков. Далее 11 ряд. 6 столбиков провязываем. 2, 3, 5, 6. Делаем одну убавку. 1 столбик провязываем. Далее опять одна убавка и 2 столбика довязываем до конца. Так, здесь нам надо менять на розовый цвет, поэтому я не довязываю до конца. Ниточку эту отрезаю. Кстати, купила вот такие вот ножнички, буду пробовать ими, думаю, может, удобнее будет. Те уже ступились немножко у меня. Итак, значит, берем розовый цвет и заканчиваю ряд.
Вяжем за заднюю стенку петли 6 столбиков. Раз, два, три, четыре, 5, 6. Делаем одну прибавку за заднюю стеночку петли, 1 столбик, еще раз прибавка и прибавку не сделала, прибавка и столбик, и последний столбик провязываем. В итоге в ряду у нас 13 столбиков опять. Теперь провязываем эти 13 столбиков без изменений. Далее вяжем 6 убавок подряд. Два, 3, 4, 6 и 1 столбик, который остается, провязываем. В итоге у нас получилось 7 столбиков. Теперь смотрим, значит, наполняем на данном моменте ручку обязательно. Итак, наполнили ручку. Значит, смотрите, вот внимательно посмотрите на руку, да, будет вот эта часть более выпуклая и сзади слегка выпуклая, нежели с одной стороны, с другой она будет более выпуклая. Эта часть у нас будет снаружи, то есть ручка будет пришиваться к телу вот так. И смотрим, нам надо сейчас закрыть вязание столбиками, без накида, вот так 2 половиночки, да, и смотрим, сколько нам не хватает, чтобы довязаться до края. Чтобы связать 2 половиночки. Мне не хватает тут провязать, наверное, я провяжу 1 столбик. Вот. Буду вот так вот закрывать вязание, чтобы ручка прилегла вот так вот пальчиком вот этим вверх к телу. Пухлая часть снаружи. Вот. Ну, для начала я сделаю воздушную петлю и провязываю, соединяю 2 края столбиками без накида. 3 столбика и отрезаю ниточку для пришивания. Итак, теперь будем манжетку вязать. Беремся за наши полупетельки розовым цветом, присоединяемся, затягиваем и набираем 3 воздушные петли, пропускаем одну полупетельку, следующую вяжем соединительный столбик. Опять набираем 3 воздушные петли. Эту ниточку я спрячу потом. Пропускаем одну, следующую делаем соединительный столбик. 3 воздушные петли. Пропустили следующую соединительный столбик. Такой вот, так как ручка маленькая, такая вот оборочка получится. Довязываем так до конца. Вот и связали, соединили, ниточки спрятали. Начинаем вязать вторую ручку. Итак, вторую ручку вяжем так. До 3-го ряда мы провязываем так же, как и эту руку. Вот 4-й ряд вяжем так, провязываем 4 столбика. Далее делаем столбики, 3 столбика с накидом в одну петлю незаконченных. 1, 2, 3. Провязываем все петельки на крючке и 6 столбиков довязываем до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6. 4-й ряд у нас
Вот такой. Пятый ряд. В пятом ряду мы провязываем 1 столбик, убавка, дальше вяжем 3 столбика без изменений, далее мы провязываем 2 убавки подряд, и последний столбик провязываем без изменений. Шестой ряд. Провязываем 5 столбиков, раз, два, три, 4, 5. Вяжем 2 прибавки подряд. Раз, два. И 1 столбик последний. Провязываем до конца. Так, на этой ручке мы вяжем, значит, 7 ряд так. 4 столбика. 3, 4. Если на той ручке мы начинали с прибавки этот ряд, то на этой ручке мы начинаем со столбика. Столбик, прибавка. Раз. Нам надо эту комбинацию повторить 3 раза. Столбик, прибавка 2 и столбик, прибавка 3. Я забыла говорить, сколько в ряду, но я думаю, по предыдущей первой ручке вы помните. Значит, здесь в седьмом должно быть 13 столбиков. Теперь с 8 по 10 мы провяжем 13 столбиков без изменений. Далее, какой у нас 11 ряд, вяжем 8 столбиков, 4, 5, 6, 7, 8. Далее столбик, вернее убавка. Сначала у нас идет убавка, столбик и убавка. Вот такой вот ряд у нас 11 в этой ручке. Так, меняем цвет опять, заканчиваем розовым. Заканчиваем ряд. Присоединились и провязали 8 столбиков за заднюю стеночку петли. 8 столбиков. Дальше вяжем прибавку, столбик, прибавка, за заднюю стеночку петли. И дальше 13 у нас столбиков тут получилось. Провязываем эти 13 столбиков без изменений за обе стеночки. Теперь 14 ряд вяжем столбик и 6 убавок подряд. Убавки за переднюю стенку петли. Вот, наполнили еще ручку, не забыли. И смотрим опять же. Надо нам связать 2 половинки вместе, 2 края вернее. И смотрим, не хватает, если столбиков до края мне одного не хватает, также я
провяжу, делаю воздушную петлю и связываю 2 половинки вместе. Три столбика получается. Отрезаем ниточку подлиннее. Вот получились у нас 2 ручки, правая и левая. Если бы мы вязали по вот этой же схеме и эту ручку, то у нас она получилась такой же. Нам как бы надо, чтобы они отличались. Так, далее будем вязать ноги. Итак, берем белый цвет. Белым цветом набираем 5 воздушных петель. Мы вяжем снизу вверх. Сейчас мы будем вязать сначала ботиночки. Итак, начиная со второй петли от крючка, провязываем 3 столбика. Три столбика в последнюю петелечку. С противоположной стороны провязываем 2 столбика. И прибавку в последнюю петлю. Вот в ряду у нас 10 столбиков. В общем, я решила постелить скатерть, потому что глянцевая поверхность отсвечивается, особенно когда берешь белую пряжу. Поэтому, если что кому-то не нравится, что лежит скатерть, салфеточка, то извините, я пока не могу ничего другого постелить. Вот поэтому я постелила, чтобы немножечко как бы сглушить свет. Итак, второй ряд. Делаем прибавку. Первый столбик. Далее вяжем 2 столбика. Затем 3 прибавки подряд. Тут фокусировка тоже от того, что я шевелю, вяжу, она меняется. Раз прибавка. Два прибавка. 3 прибавка. 2 столбика вяжем. И последних 2 столбика провязываем прибавки. Раз прибавка и вторая прибавка. В итоге по 3 прибавки по краям. Так, менять будем цвет. Значит, менять буду цвет я на темный. Вот этот вот Ализе. Надеюсь, что не подведет эта пряжа меня по толщине. Меняю цвет, заканчиваю ряд. Этим цветом провяжем мы один ряд. За заднюю стеночку петли 16 столбиков. Кстати, которые у нас получились во втором ряду. За заднюю стеночку петли. Провязали 16, мы белую ниточку не отрезаем в начале, ну, когда мы привязываемся. А вот когда провязали ряд, за заднюю стеночку отрезаем этот цвет. Дальше вяжем белой пряжей. Продолжаем вязать, поэтому я заканчиваю последний столбик белым цветом. Здесь я, наверное, соединюсь. Сейчас свяжу, чтобы я не распуталась. Далее четвертый ряд мы вяжем без изменений. 16 столбиков. Пятый ряд. Провязываем 5 столбиков. 2, 3, 5. Далее вяжем прибавка
столбик, повторим 3 раза. Это раз, далее опять прибавка, столбик, 2 раза, прибавка, столбик, 3 раз. И 5 столбиков довязываем до конца оставшихся. Шестой ряд. Вяжем 4 столбика. Делаем 5 убавок подряд по передней стенке петли. Три, 4. 5. И 5 столбиков у нас остается, довязываем до конца. Итак, в шестом ряду у нас 14 столбиков. Значит, здесь мы меняем на розовый цвет. Здесь уже можно белую ниточку отрезать. Закончу я розовым цветом, то есть посветлее который цвет. Присоединяюсь, заканчиваю ряд. И дальше мы вяжем розовым цветом. 4 столбика. Потом надо будет связать кончики. Так, сейчас я привяжусь. Итак, провязали 4 столбика. Далее делаем 3 убавки подряд. Два, 3. Далее вяжем 3 столбика. И последний столбик провязываем прибавку. В ряду у нас 12 столбиков. Восьмой ряд. 2 столбика и прибавка повторим 4 раза. Раз, 2 столбика, прибавка. Вот такую комбинацию повторяем 4 раза до конца ряда. Последнюю прибавку я не довязываю до конца. Здесь мы меняем цвет на телесный. Дальше у нас идет уже ножка. Меняем на телесный цвет. Закончила ряд я, присоединив другой цвет. И теперь телесным цветом мы провяжем 9 ряд за заднюю стеночку петли. 16 столбиков. Десятый ряд вяжем также без изменений, 16 столбиков. 11 ряд, 3 столбика провязываем. Далее у нас прибавка. Затем 5 столбиков. Так, не 5, а 7. Значит, 5, 6, 7 столбиков. Затем прибавка. 3 столбика. И последний столбик прибавка.
У нас получились 3 прибавки, значит 2 по бокам и 1 сзади. Значит, в 11 ряду у нас 19 столбиков. Теперь 12-13 ряд вяжем без изменений 19 столбиков. 14 ряд. Так, значит, убавка. Два столбика. Убавка. Пять столбиков. Убавка. 2 столбика. И 2 убавки в конце. Раз, два. В итоге в 14 ряду 14 столбиков. 15 ряд. Начинаем с прибавки. Значит, прибавка. Одиннадцать столбиков вяжем. И 2 прибавки подряд. Раз и 2. Значит, в 15 ряду у нас 17 столбиков. 16 ряд. Столбик, прибавка. Далее 11 столбиков. Далее столбик, прибавка. 2 раза повторяем. Столбик, прибавка, раз. Столбик, прибавка, 2. В 16 ряду у нас 20 столбиков. Теперь 17-18 ряд вяжем без изменений 20 столбиков. 19 ряд. 4 столбика и прибавка, повторяем 4 раза. 2, 3, 4, прибавка. Значит, в 19 ряду у нас 24 столбика. Теперь 20 и 21 ряд вяжем без изменений 24 столбика. И 22 ряд. Значит, провязываем 23 столбика и делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку для первой ножки. Вторую вяжем аналогично этой ножке. Итак, дальше мы будем вязать белым цветом. Значит, смотрите, берете ножки вместе. Можно носочки чуть-чуть в сторону, если хотите вывести, либо оставить ровно, это по желанию. И значит, здесь мы провяжем посередине 2 столбика вместе, ну, вернее, 2 ножки 2 столбиками. Соединим посерединке. Вот определите серединку. Присоединяем белую ниточку и провязываем 2 столбика. Так, вот присоединилась. Это первый столбик получается соединен. И вторым столбиком соединили 2 ножки. Этих 2 столбика мы не будем считать, когда будем вязать. Они у нас остаются посерединке в ножке. Далее это, значит, у нас остается внутри тела. Далее по одной ноге мы вяжем 22 столбика. И по второй ноге тоже 22 столбика. В итоге у нас первый ряд. Будем это считать как за первый ряд. Отсюда пойдет отсчет дальше тела. В первом ряду 44 столбика по кругу. И забыла сказать, берете ножки так, чтобы у вас начало ряда было сзади. Не спереди, а сзади. То есть, когда соединяете 2 здесь ножки, берите так, чтобы пошли по кругу именно вот с этой стороны, сзади. Начало ряда будет. Теперь
Второй ряд также провязываем без изменения 44 столбика. Я думаю, как вы поняли, это мы вяжем трусики. Далее. Третий ряд у нас будет в начале убавка и в конце одна убавка. Значит, провязываем в начале убавку, затем 40 столбиков вяжем и в конце делаем последнюю убавку. Следующий ряд у нас четвертый. Провязываем 5 столбиков и убавка, повторяем 6 раз. В ряду у нас будет 36 столбиков. Пятый ряд, 4 столбика и убавка, повторяем 6 раз, и в ряду будет 30 столбиков. Теперь в шестом ряду мы провяжем за заднюю стеночку петли 30 столбиков. Провязали. Сейчас будем присоединять потемнее, который цвет выбранный. Вот в данный момент у меня этот. Значит, отрезаем ниточку белую, присоединяемся, заканчиваю ряд. Далее. Дальше вяжем 3 столбика и убавка, повторяем 6 раз за обе стеночки. 3 столбика и убавка. Итак, значит, в седьмом ряду у нас 24 столбика. Восьмой ряд вяжем без изменения 24 столбика. Девятый ряд вяжем за заднюю стеночку петли 24 столбика. Дальше, не довязывая до конца последний столбик, мы присоединяем розовый цвет. И розовым цветом мы провяжем без изменений 24 столбика. Так, провязали. Провязываем и еще один ряд. 11 без изменений 24 столбика. Далее 12 ряд, 4 столбика и убавка, повторяем 6 раз. Раз. 4 и убавка. И в ряду у нас останется 20 столбиков. 13 ряд вяжем без изменений 20 столбиков. В 14 ряду вяжем 3 столбика и убавка, повторяем 4 раза. 3 столбика и убавка. И в ряду у нас останется 16 столбиков. В 15 ряду провязываем 16 столбиков без изменений. Итак, значит, последний столбик не довязываем до конца. Присоединяем телесный цвет. И телесным цветом заканчиваем ряд. Далее. В этом ряду можно будет нам привязать ручки. Значит, берем вот так вот тело наше, выравниваем и смотрим, в каких местах нам надо будет ее по бокам, чтобы получилось. Так как у нас тут 3 столбика, ну, соответственно, за 3 столбика мы и привяжем. Поэтому вот так вот у меня получается, что 1 посередине и 2 по бокам. За эти столбики я привяжусь. Итак, значит, мне надо довязать 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Провязываю 5 столбиков телесным цветом и привязываю ручку. Три, 4, 5. Берем, главное не ошибиться, взять ту ручку, которая нужна. Вот. Та ручка, у которой вот вперед смотрит пальчик. Вот. Берем за столбик здесь на ручке. Либо, если вам трудно будет, мы оставляли, я забыла, тогда, когда оставляли, сказать, и оставляла тоже ниточку. Если вы не хотите вот так вот привязываться, вы можете потом просто пришить вот этими ниточками, которые мы оставили. Вот. Я подумала и решила их привязать. Вот. Раз.
третий столбик, привязали ручку. Вот. Дальше мне надо спереди провязать. 1, 2, 3, 4, тоже 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Сейчас я ниточки тут попрячу. Розовую ниточку можно уже отрезать. Вот, ручки привязала. И теперь еще один ряд. 17 мы провяжем без изменений 16 столбиков. Провязали, делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку подлиннее. Этой ниточкой будем пришивать голову. Итак, наполняем тело, всю игрушку. Так вот, достаточно плотно, но не совсем уж, чтобы она была совсем крепкая. Наполняем. Теперь свяжем юбочки белым цветом и вот этим цветом, розовым, темным. Значит, смотрите, пока голову не пришили, пока удобно нам, присоединяемся за вот полупетельки. Белую пряжу присоединяем, набираем 2 воздушные петли подъема, которые мы не считаем. Так, это у нас соединительная петелечка. Так, значит, 2 петли, ой, 2 воздушные петли. В этот же столбик мы вяжем столбик с накидом. Это у нас будет первый столбик. Далее следующий, второй столбик с накидом, третий, четвертый, и прибавка. Следующий столбик, делаем прибавку из столбиков с накидом. То есть у нас этот ряд будет выглядеть так: 4 столбика и прибавка по кругу. Так, рука это мешает. Посмотри. Итак, вяжем 4 столбика и прибавка до конца ряда. Провязали первый ряд, делаем соединительный столбик с первым столбиком. Так, где у нас? Вот он. И продолжаем дальше. 2 воздушные петли. И начиная с этого столбика сюда же провязываем. 1, следующий столбик, 2 и прибавка. Следующий столбик. Итак, мы второй ряд вяжем 2 столбика и прибавка до конца ряда. Итак, провязали соединительный столбик с первым столбиком. Третий ряд. Итак, набираем 2 воздушные петли. Вот третий ряд мы провяжем прибавки в каждый столбик. Значит, в этом ряду у нас 45. В этот же столбик я провязала 1 и сюда же второй. 2 столбика в каждую петелечку, по 2 столбика. Делаем так прибавки. И в ряду у нас в третьем 90 столбиков. Заканчиваем ряд и провяжем еще один ряд, четвертый, без изменений, 90 столбиков. 2 воздушные петли подъема. В этот же столбик я провязываю первый столбик. Вяжем так без изменений. Все, заканчиваем ряд соединительным столбиком. Отрезаем ниточку и прячем. Это у нас нижняя часть юбочки. Дальше вяжем верхнюю часть юбочки. Присоединяем ниточку. Я уже присоединилась, чтобы на камеру не тратить на это время. И вяжем в каждый полустолбик по прибавке. Будем вязать эту юбочку столбиками без накида. Итак, в эту же петелечку я провяжу столбик.
Здесь я уже могу прятать тоже ниточку по ходу вязания. Итак, столбики без накида вяжем каждый столбик прибавку столбиками без накида. В данный момент у нас здесь 24 столбика. Делаем 24 прибавки. И в ряду будет 48 столбиков без накида. Я вот решила резиночками пока руки соединить, чтобы они мне не мешали. Итак, значит, делаем соединительный столбик с первым столбиком. Дальше со 2 по 5 ряд мы провяжем без изменений 48 столбиков, которые у нас получились. Не забывайте в начале ряда вязать воздушную петлю подъема. Воздушная петля подъема, и в эту же петлю я провязываю первый столбик. И так вяжем, провязывая в каждый столбик столбики без накида. Далее 6-й ряд. Воздушная петля подъема. И вяжем, значит, 7 столбиков и прибавка повторяем 6 раз. Так вяжем по кругу до конца ряда. Провязали, теперь 7, 8 и 9 ряд вяжем без изменений. Вот, закончила я юбочку вязать, спрятала нитки. Смотрите, если у вас ниточка будет такая же, как вот и основная, то, может быть, у вас подлиннее получится накладка верхней юбочки. А так как у меня ниточка немножко другая, у меня получилось вот коротковато, я думаю. Ну, можно было еще пару рядов, но я не стала вязать. Вот. Теперь нам надо связать голову. Телесный цвет. Вот. Голова это будет у нас вязаться не так, как обычно мы вяжем голову на игрушке. Значит, набираем цепочку из 12 воздушных петель. Начиная со 2 петли от крючка, мы начинаем вязать. Сначала прибавка. Затем 9 столбиков вяжем по цепочке. Провязываем 4 столбика в последнюю петлю. Да, раз. Два. 3, 4. С противоположной стороны провязываем 9 столбиков и в последнюю петлю провязываем прибавку. В ряду у нас должно получиться 26 столбиков. Проверяем. Это мне 26, вот этот вот, который боком лежит. Петля 26. Дальше 2 ряд. Первую петелечку провязываем прибавку. И во вторую тоже. В общем, 2 прибавки подряд. Первый столбик прибавка и во второй. Затем вяжем 9 столбиков. Далее вяжем 4 прибавки подряд. Раз, 2 прибавка. 3, 4. Дальше вяжем опять 9 столбиков. И в последние 2 столбика провязываем прибавки. И в итоге у нас по краям получаются по 4 прибавки. В начале 2 и в конце 2. 3 ряд. Столбик и 1 прибавка. Мы повторим сейчас 2 раза. Раз. Столбики, прибавка. 2. Дальше вяжем 9 столбиков. Далее с этого края мы провяжем столбики прибавка 4 раза, повторим. С противоположной стороны провязываем 9 столбиков. И в конце столбики прибавка повторим 2 раза. В ряду у нас
42 столбика в третьем. Четвертый ряд вяжем 2 столбика и прибавка. Повторяем 2 раза в начале. Это раз. Прибавка 2. Далее вяжем 9 столбиков. Затем с этой стороны 2 столбика и прибавка повторяем 4 раза. Далее вяжем 9 столбиков. И в конце 2 столбика и прибавка повторим 2 раза. И в ряду у нас 50 столбиков. Итак, пятый ряд. Провязываем 2 столбика. Далее прибавка. Столбик. Прибавка. Столбик. Повторили 2 раза. Далее провязываем 13 столбиков. Далее вяжем, значит, прибавка. Столбик. Еще раз. Прибавка. Столбик. Далее вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И опять прибавка. Столбик 1 и прибавка. Столбик 2. Далее опять вяжем 13 столбиков. И здесь вяжем прибавка. Столбик. Прибавка. Столбик. И 2 столбика довязываем до конца ряда. В этом ряду у нас 58 столбиков. Это пятый ряд. Шестой ряд вяжем без изменений. 58 столбиков. Седьмой ряд. Провязываем 14 столбиков. Делаем одну убавочку. Дальше вяжем 27 столбиков. Провязываем одну убавку. И оставшиеся 13 столбиков довязываем до конца ряда. В седьмом ряду у нас 56 столбиков. Теперь с 8 по 13 ряд вяжем без изменений 56 столбиков. Далее 14 ряд. Вяжем 13 столбиков и прибавка. Повторяем 4 раза. Итак, в ряду у нас 60 столбиков. Теперь с 15 по 21 ряд мы провяжем без изменений 60 столбиков. 22 ряд. Значит, у нас будет такая комбинация. 3 столбика. 3 убавка. И 5 столбиков. 4, 5. Вот такую комбинацию мы повторим 6 раз. 3 столбика, убавка, 5 столбиков. Повторяем 6 раз. В ряду останется 54 столбика. 23 ряд мы вяжем 7 столбиков и убавка. 6 раз повторяем. В ряду 48 столбиков остается. В 24 ряду провязываем. Значит, комбинация у нас будет состоять такая. 2 столбика, убавка и 4 столбика. Так, 2, 3, 4. И дальше 2 столбика, убавка, 4 столбика. Повторяем эту комбинацию 6 раз. В ряду остается 42 столбика. Итак, сейчас будем вставлять глазки. Значит, смотрите, вот эта часть, откуда мы начинали, это будет низ головы. Заканчиваем, верх головы будет. Значит, смотрите, располагаем, отсчитываем 14 столбиков между 14 и 15 рядом, вернее, у нас располагаются глазки. Первый ряд, вот этот вот, да, круг, овал. Вот первый. И отсчитываем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Вот между 14 и 15, вот в этом промежутке, располагаем глазки. И возьмите вот так вот
иголочки и разместите одинаково, чтобы, ну, посередине, да. Потом берите глазки. Я не могу вас сориентировать, конкретно сказать 100%, как располагать, потому что глаза могут быть у каждого разного размера. Главное, чтобы у вас между глазками, когда вы их расположите, были можно, ну, 5 столбиков, 5, там, 5,5, где-то так расположились, да? Глазки именно на таком расстоянии друг от дружки. Между глазами было 5 столбиков. Ну, будет 6 столбиков, если получается, ничего страшного. Там либо 5,5, либо 6, но не больше и не меньше 5. Вот, располагаем глазки, вставляем. Вот, закрепили глазки, у меня получилось 5,5 где-то столбиков. Раз, два, три, четыре, 5. Ну, тут так, с половиной, почти так получилось. Вяжем дальше. 25 ряд. 25 ряд провязываем 5 столбиков и убавка и повторяем 6 раз. В ряду останется 36 столбиков. Далее 26 ряд. Вяжем такую комбинацию. Значит, столбик, убавка и 3 столбика. Повторяем 6 раз. В ряду останется 30 столбиков. 27 ряд. Провязываем 3 столбика и убавка. Повторяем 6 раз. В ряду остается 24 столбика. 28 ряд. Провязываем убавка. Начинаем с убавки. Убавка 2 столбика. Повторяем 3 раза. Начинаем с убавки. Убавка 2 столбика. Повторяем 6 раз. 2 столбика. Убавка. 2 столбика. В ряду останется 18 столбиков. Давайте набьем на этом этапе голову, потому что потом нам будет неудобно. Набиваем голову. Значит, вот тут у нас щечки будут. Здесь более, знаете, такая вот квадратная слегка голова получается. Вот набивайте, когда голову, старайтесь больше сюда набивать, нежели посередине. Ну, серединку набивайте тоже, но выделяйте больше вот эти части. Ну, в этот. Здесь у нас была убавочка, она немножечко как бы должна приподнять чуть-чуть этот край и чуть-чуть этот край. Вот. Поэтому смотрите, аккуратно набивайте, чтобы не получилась круглая совсем голова. А больше должна быть такой, более квадратной. Вяжем дальше. 29 ряд, столбик и убавка, повторяем 6 раз. И 30 ряд, 6 убавок подряд. Провязали 6 убавок подряд. Можно соединить отверстие, 6 столбиков соединить вместе. Можно не делать этого. Здесь у нас будут располагаться волосы, поэтому это не обязательно. Ниточку отрезали, спрятали. Дальше берем проволоку, отрезаем 15 сантиметров, складываем пополам. Это по желанию. Если хотите использовать проволочку, то используйте, чтобы голова держалась. Она немножко будет, так как она маленькая, вот, чтобы она не болталась. Вот, и где-то посередине находим серединку, вот здесь вот, где наши столбики были. Здесь я, наверное, синтепон раздвину так. Вот. Вставила. И здесь также. Вот. Будем пришивать голову. По ходу вязания, ну, пришивания, там, когда останется немного пространства, можно будет дополнить, чтобы не вываливался синтепон, так как мешать будет немного нам проволочка. Давайте пришьем голову. Итак, вот пришили голову, вот что у нас получилось. Советую еще приклеить вот эту часть глаз, чтобы не поднимались они, не задирались, иначе некрасиво будет. Откладываем бока игрушку. Дальше вяжем волосы. В кольцо набираем 6 столбиков. Стягиваем колечко. Второй ряд делаем 6 прибавок подряд. Дальше вяжем
Третий ряд столбик и прибавка 6 раз, 18 столбиков в ряду. Четвертый ряд 2 столбика и прибавка, 24 столбика в ряду. И пятый ряд 3 столбика и прибавка. Все повторяем по 6 раз и 30 столбиков в ряду в пятом. Давайте довяжем до пятого ряда. Дальше у нас будет такая комбинация. Шестой ряд. Столбик, прибавка и 3 столбика. Повторяем 3 раза. Ой, простите, 6 раз эту комбинацию. И в ряду у нас 36 столбиков. Значит, столбики, прибавка и 3 столбика повторяем 6 раз. Седьмой ряд вяжем 5 столбиков и прибавка повторяем 6 раз. В ряду у нас будет 42 столбика. Во седьмом ряду у нас такая комбинация. Значит, 2 столбика, прибавка и 4 столбика. И повторяем эту комбинацию 6 раз. В ряду у нас 48 столбиков. Девятый ряд 7 столбиков прибавка, повторяем 6 раз. В ряду 54 столбика. В 10 ряду провязываем 3 столбика, прибавка, 5 столбиков. И повторяем эту комбинацию 6 раз. В ряду 60 столбиков. Провязали. Теперь с 11 по 18 ряд мы провяжем без изменений 60 столбиков. Следующие ряды у нас будут поворотные. Значит, набираем воздушную петлю подъема. Разворачиваем. Одну петлю пропускаем. Следующую делаем соединительный столбик. Далее провязываем 44 столбика. Провязали, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и в обратном направлении, пропустив одну петлю пропускаем. Начиная со следующей петли мы провязываем 42 столбика. Вот провязали 42 столбика, делаем один соединительный столбик в последнюю петлю и отрезаем ниточку. Оставляем подлиннее, чтобы пришить. Либо, если хотите, можете просто приклеить. Вот. Дальше будем вязать челку. Она вяжется отдельно. Пока откладываем в сторону. Итак, челочка у нас. Набираем 6 воздушных петель. Начиная со второй петли от крючка, мы провязываем 5 столбиков. Будем вязать поворотными рядами. Воздушная петля подъема, разворачиваем. Итак, будем провязывать 5 столбиков. Провяжем 13 рядов. Это у нас второй ряд. В общем, то есть она у нас ляжет вот сюда. Вот она в длину, вот в длину челочка вяжется. Вот ее вот эта вот высота, ну, ширина. Вот. И она присоединится вот сюда. То есть вот по всей вот этой длине. Здесь у нас 15 столбиков. Вот. Там посмотрим. 13 достаточно будет, чтобы оно как раз поместилось. Если не будет достаточно, то можно еще ряд провязать. В
общем, вяжем так 13 рядов. Так, вот я провязала 13 рядов. Вот, примерила сразу волосы. Именно в таком положении. Для челочки место оставила. Вот. Челочка сюда вставляется. Я вот смотрю от вот этого пространства до этого. Видите, мне не хватает еще несколько рядов. Точно так же вы прикладываете и смотрите, сколько вам надо довязать. Вот я сейчас довяжу. И оставим ниточку тоже для пришивания челочки. У меня в итоге получилось 16 рядов. Оставляю я тоже хвостик, чтобы челочку пришить. Итак, значит, сейчас пришьем волосы. Вот, расположите их так, когда вы прикладываете челочку, чтобы у вас от челочки до глаза было расстояние. Вот, хотя бы 3 ряда. Вот, вы можете челочку, может быть, наверх. Ну, не, наверное, не стоит наверх, лучше за подлицо. Вот, натягиваем волосы и прикладываем челочку. Размещаем, смотрим, как у нас она ляжет. И уже исходя из расположения челки, уже пришиваем волосы по кругу. Итак, я пришила волосы. Смотрите, пришивала я за задние стеночки петли, то есть верхнюю часть петли я не трогала, чтобы получилось так вот аккуратно. Теперь берем челочку, пришьем ее здесь, присоединим вот за передние петельки, да, вот здесь вот. Тут передняя, а здесь как получится. Вот, пришьем по бокам и здесь, и края, да. А вот эту часть можно не пришивать, чтобы не сильно уж прилипнуто было к голове, чтобы вид немножечко хотя бы волос был понятен, да. Давайте пришьем челочку. Ну вот, смотрите, как получается, когда пришили челочку. Теперь, по желанию, можно сделать пучок. Вот такой вот небольшой, наверное, получится. Сейчас посмотрим. Значит, берем тот же цвет. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Дальше вяжем второй ряд 6 прибавок подряд. Третий ряд столбики и прибавка 6 раз повторяем. Четвертый ряд 2 столбика и прибавка. Пятый ряд 3 столбика и прибавка 6 раз повторяем в ряду 30 столбиков. Довязываем до пятого ряда. Шестой ряд, значит, вяжем столбик, прибавка и 3 столбика. И повторяем эту комбинацию 6 раз. В шестом ряду 36 столбиков. В седьмом ряду 5 столбиков и прибавка повторяем 6 раз. И в ряду 42 столбика. Далее 8 и 9 ряд вяжем без изменений 42 столбика. 10 ряд 5 столбиков, убавка, повторяем 6 раз. Три, 4, 5, убавка. И в ряду у нас останется 36 столбиков. 11 ряд вяжем без изменений 36 столбиков. Следующий ряд 12. Вяжем столбик, убавка, 3 столбика, раз, 2, 3. Повторяем эту комбинацию 6 раз, и в ряду остается 30 столбиков. Ну и последний 13 ряд вяжем 3 столбика, 3 столбика и убавка. Повторяем 6 раз, и в ряду у нас остается 24 столбика. Вот. Ну и все. Делаем соединительный столбик в следующую петлю и отрезаем ниточку для пришивания
голове. Набиваем синтепоном и пришиваем. Итак, значит, пучок вот можно пришить, как вам нравится. Я пришью немножко ниже, вот где-то так. Можно, хотите, наверх вот так пришивайте, можно сбоку его пришить. Можно сделать 2 пучка, пришить сбоку. Это уже украшаем голову пучком, как вам нравится. Пришиваем тоже. Итак, пучок пришит. Давайте с вами сейчас вышьем носик. Значит, смотрите, я расположила. Носик у меня будет располагаться, вот нижний ряд, заканчивается глаз. Вот нижний ряд, да, и следующий на 1 ряд выше, чем расположен глаз. И значит, расстояние от глаза 2 столбика с одной и с другой стороны. И сам носик у нас будет 2 столбика. Вот. Просто вышиваем. Отрезаем достаточной длины, сантиметров, наверное. Ну, думаю, сантиметров 50, думаю, хватит. Я не мерила, я просто отрезала. Достаточно длинную себе ниточку. Она может быть лишней, но рискнула, побольше отрезала. Ну, в общем, значит, синтепон вылазит. Вот, вывели сюда и просто вот так вот вышиваем 2 столбика. Маленький такой делаем носик. Вышиваем до тех пор, пока он не станет заметен. Я сейчас вышу и скажу, сколько стежков я сделаю. Итак, сделала я 10 стежочков. И я думаю, достаточно. Такой вот получился маленький, аккуратненький носик. Значит, сантиметров где-то 10-15 отрезайте. Думаю, достаточно. Может, даже это будет тоже много. Так что вначале, то, что я сказала, там это сильно большой размер ниточки. Поэтому отрежьте сантиметров 10-15 вот, по стежочкам. Достаточно. Значит, выводим туда же ниточку обратно в эту же между столбиками. И фиксируем. Прячем хвостики. Дальше, смотрите, по желанию можно сделать ротик. Вот, но я, наверное, его делать не буду. Без него она выглядит, эта куколка, более детской. Если будет ротик, она как-то взрослой будет казаться, мне кажется. Поэтому я не буду вышивать ротик. А там по желанию вышивайте ротик. У меня там где-то должно быть видео, как можно вышить ротик. Если решите вдруг его вышивать, то не делайте его больше, чем нос. Делайте его маленьким, чтобы он был совсем маленький такой, открытый ротик. Вот, а мы сейчас сделаем еще, свяжем ободок и бантик. Сначала свяжем ушки. Нам еще нужно связать ей ушки. Итак, берем телесного цвета пряжу. Делаем кольцо, но мы его затягивать не будем пока. Значит, в кольцо мы провяжем 2 столбика без накида. Делаем соединительный столбик. Поворот. Пропускаем соединительный столбик. Вот. И провязываем 2 прибавки. Раз. Первый столбик, 2. Вот, делаем соединительный столбик в кольцо. Вот, и уже можно стянуть его. Вот такое вот маленькое ушко получается. Ну, соответственно, мы тут ниточку зафиксируем и отрежем, чтобы пришить ушко. Вот так. Вяжем также второе ушко. Смотрите, располагайте ушки прямо у основания волос. Вот. Ну, на уровне, как вы видите, уха, что должно быть.
располагаться где, вот туда и прикладываете. Как вы видите на свой взгляд, где должно быть ушко. Чуть выше, чуть ниже, там, я не знаю, посередине глаз. В общем, пришивайте ушки. Ну что, вот я пришила ушки. Такие вот получились. Значит, теперь из немножечко там вылезла петелечка, я ее спрячу потом. Значит, сейчас будем вязать ободок. Ободок. Просто набирайте 40 воздушных петель и обвяжите столбиками без накида по кругу. Смотрите, он вот такой вот будет, немножечко почти до ушей, да, до серединки ушей доходить ободок. Такой вот длинный должен получиться. И вот обвяжите его, значит, начиная со второй петли от крючка, вяжем столбики без накида. Вот, а в конце провяжем, наверное, 2 столбика. Также здесь, чтобы закруглиться, в конце провяжите 3 столбика. Вот, обвязали по кругу, отрезаем ниточку подлиннее и тоже пришьем ее к голове, нашу ленточку, ободок. Будем пришивать за серединку. Так вот положим. Тут одинаково, чтобы у нас края совпадали. И посерединке пройдемся. Вот, посерединочке. Смотрите, еще можно из фетра вырезать воротничок и приклеить. Ободок пришили. Теперь вяжем бантик. Набираем 50 воздушных петель. Соединяем в кольцо. И будем вязать столбики без накида по кругу. Ну, соответственно, делаю воздушную петлю подъема и первый столбик в эту же петелечку. И дальше вяжу по кругу столбики без накида. Провязываем 12 пока рядов, дальше посмотрим. Итак, 12 рядов мы набрали. Все, этого достаточно. Провязали уже не 12 рядов. Теперь ниточку пока не обрезаем. Сделали соединительный столбик. Теперь набираем 13 воздушных петель. И начиная со второй петли от крючка, мы провяжем столбики без накида. 12 столбиков. Провязали, в конце делаем соединительный столбик, ну, со следующей петельки, столбики. Итак, ниточку отрезаем побольше. И вот это, что мы провязали, мы обмотаем, берем вот так вот аккуратно серединка, чтобы была посерединке. Будем обматывать. Вот, ну мы можем, знаете, сначала, наверное, иголочкой мы соберем вот так вот, чтобы бантик у нас собрался. Вот, иголочкой проходимся по центру. И стягиваем бант. Потом берем вот этот вот хвостик, который мы провязали. Наверное, с этой стороны будет лучше. Так, стягиваем бант и вот эту штучку пришиваем. Хорошо надо натянуть бантик, чтобы он можно его здесь зафиксировать, чтобы никуда не убежал, не выпрямился.
Вот, и пришиваем его здесь, этот кончик. Ну, соответственно, мы распрямим бантик и пришьем. Вот после того, как закончили обвязывать бант, мы его пришьем. Ниточку не отрезайте. Вот, пришиваем на ободок. Либо на ободок, либо за ободком. Но я думаю, лучше. Не знаю. Там смотрите, как хотите. Можете на ободок, можете за ободком пришить. Как вам интересно будет, так и пришивайте бантик. Ну все, бантик у меня пришит. Пришила я его за ободком. Зафиксировала здесь тоже немножко на ободке, чтобы не уходил туда далеко, держал, имел форму. Далее вышила реснички и окантовочку такую вокруг глаз. Выделила. И бровки. Вот, ну все. В принципе, мы все сделали. Единственное еще, да, что я сделала, это бантик вот такой вот. У меня на канале есть, как его делать. Я думаю, вы знаете, это простенький бантик такой. Тоже украсила юбочку. Вот такая вот кукла Лола у нас с вами получилась. Надеюсь, что она вам понравилась. Вот вяжите с удовольствием на радость своим деткам.